Пёса, иди сюда. Ах ты, жучка. А? Ты откуда такая, а? Эх ты, радостная такая, ты мордаха. Кто это так радуется, а? Ой, радости сколько. Ой, и так. Ну иди, я тебя поглажу, иди поглажу. Девочка моя, пойдешь со мной? А? Ты где носишься, а? Я думала, все, тебя уже нет. Да, ай, как мы радуемся. Ой, ты хвост покусаем, да, молодец. Радости-то сколько. Полный штиль. В лесу полный штиль. Так тихо. Приветствую всех на канале Белая Ворона. Меня зовут Алина. Остановилась чайку попить. Иду я на скалы Иглы. Хочу переночевать там в гамаке. Класс. Классочка. Ай ты мордаха. По дороге на Иглы хочу познакомить вас с сосной Василич. Вот он стоит. Красавчик. Всегда с ним здороваюсь, когда мимо прохожу. По лесу иду уже километров 8-9 примерно. По дороге будет родник. Хочу набрать воды, потому что больше воды негде будет взять. Пёса где-то вперед убежала. Пока еще со мной. Возможно, она со мной на ночь и останется. Лес такой уже осенний. Сегодня 15 сентября. И у нас уже такая конкретная осень. Много листьев облетело. Ночью обещают минус. Ну, небольшой, но все равно. У меня рюкзак, как обычно, очень тяжелый. И вообще, чем холоднее становится, тем тяжелее становится рюкзак. Скоро к роднику подойду, водички наберу, и придется мне с огромным бурдюком 6-литровым в горку подниматься к Иглам. Но по-другому никак. Вот она. Вша это. Специально с себя сняла ее снять для вас. Смотрите, какой красивый лес. Кровососки атаковали. Подхожу к роднику, меня просто атаковали эти кровососки. Просто везде, на щеке, в уши залазят, за уши, в волосы. Только чуть-чуть остановишься, все, прям куча садится. Очень осенью не люблю. Их так много, кровососок этих осенью. Вот он, родничок. Сейчас мы наберем водички. Кровососки замучили. Невозможно вообще. Они что-то кусают больно. Тут вот кружка есть. Я почти поднялась. Чуть-чуть осталось. Подъем достаточно крутой. Вот здесь, потом еще вон там, и там еще вниз. Прилично так. Фу, я поднялась. Выхожу на хребет. Смотрите, какая красота. Вон там осины такие красные. Ой, как красиво.
Просто тайга и горы, горы и тайга. И красивые скалы. Но игл отсюда не сильно-то видно. Но я вам потом покажу. А мне вот так сейчас по хребту пройтись. И там я буду решать, где я буду стоять. На верхушке или в лес. Придется углубляться. Красотища-то какая. Ой, мечтала на иглы осенью сходить с ночевкой. Вообще я на иглах с ночевкой никогда не была. Много раз тут была, но все время без ночевки. И вот, наконец, я решила осуществить свою давнюю задумку. Или мечту, можно сказать. Мечты же нужно осуществлять. Пёса где-то убежала вперед, вообще не дает ее снимать. Она такая своенравная. Она рядом практически не бывает. То есть, если даже она ночует, допустим, да, со мной, она где-то в стороне всегда. Она не подходит сильно к лагерю. Вот такая собака. Ой, вот 6 литров воды. И плюс у меня еще термос литр 200. И питьевая вода 800. Ну и еда, одежда, спальник, гамак и все такое. Подошла к стояночке. Я вам ее зимой снимала, сейчас еще раз покажу. Она давно здесь очень существует. Такая лавка, столик. И даже есть мангал из газового большого баллона. Ой, ничего себе. Тут лесенку разобрал деревянную. Наверное, на вертолете спускались сюда. Шучу. Ну, тут, как всегда, свинарник. Туристы, елки-палки. Даже 12 километров сюда идти, и то занесут мусор. Вот, либо я сейчас где-то здесь буду располагаться, на вершине. Может, вообще даже вот здесь ветра нет. Либо все-таки углублюсь в лес. Или вот здесь можно. Тоже красиво. Ой, какие осины там. Они прям горят огнем. Красотища. Жалко, солнце прячется за тучами, за облаками. Так бы отсюда, представляете, какой закат. Шикарный просто был бы. Спустилась. Виды вам показать, скалы. Вот они, шикарные иглы. Вот они, красавчики. Посмотрите. И как осень это все дополняет. Эти цветные деревья. Просто обалденная красота. Вот там базайха протекает. Вот еще иглы. И вот тоже. А вот отсюда я спустилась. Балда я балда. Вот мне, чтобы рюкзак наверху оставить, я быстрее ринулась, даже рюкзак не сняла. Спустилась там с этой горы. Теперь обратно мне с рюкзаком подниматься. А вы видите радугу? Не ту, что после дождя, а радугу осеннего леса. Ту, что исполняет самые заветные желания и дарит настоящие мечты. Да, именно мечты. Ведь именно они ведут нас к нашим целям и помогают жить. Есть на свете чудо, чудо из чудес, круглое, как блюдо, озеро и лес. Лес, как на картинке, небо синева и грибы в корзинке, солнце, облака, звезды темной ночью, красочный рассвет. Лучше, чем природа, чуда в мире нет. Да, кто-то тут конкретно поохотился. Белая какая-то птица. Я не представляю, какая может здесь белая быть птица. Перья прям белые. Чисто белые. Все причем. Ни одного серого пера нет. Жалко. Увлеклась видами. Поднимаюсь теперь наверх с рюкзаком. Перья взяла себе. Я же их собираю. Белые, чисто белые, все белые. Что за птица белая? Если честно, вообще здесь белых птиц никаких не видела.
Даже не представляю, что это за птица может быть. Альбинос, что ли, какой-то. Редкая, видимо, птица, жалко. Возможно, лиса задрала. Других предположений у меня нет, кто мог задрать. Ой, блин, за ветку цепляюсь. Ой, не, чтобы рюкзак был оставить там. Нет, побежала с ним быстрее снимать. Пока не потемнело, надо сейчас лагерь быстро устанавливать. Дровишек заготовить для костра. Гамак повесить, место найти. Ой. Кстати, гамак у меня Rebel Gears. Походы с ним и обзор на него уже есть на моем канале. Можете посмотреть. Ссылочки будут в описании под видео. И кому интересно приобрести такой гамак, ссылка на группу в ВК и на их сайт будет тоже в описании под видео. Так вот утягивается очень-очень хорошо. В такую сосисочку, в принципе, места много не занимает. В общем, смотрите, где я захотела разместить свой гамак, попробовать. Вот между вот этим и вот этим деревом. Расстояние, конечно, приличное, но я хочу попробовать. Отсюда и садиться удобно будет. Я хотела совсем обнаглеть и вон там растянуть. Либо вот здесь растянуть. Либо вот здесь. Вот от этого до этого дерева. Но везде там вообще невозможно будет залазить. Это просто нереально. Если я захочу даже кое-куда, да, ночью, мне будет, я могу выпасть вообще. Поэтому я решила вот здесь попробовать. С такими шикарнейшими просто видами. Я надеюсь, что у меня получится. Такая погода, полный штиль. Надо пользоваться, надо пользоваться. Если бы был витрина, как я на Манскую петлю ходила, там просто ветер шквальный был, реально. Там невозможно было, я хотела тоже на видовке, но у меня не получилось. А вот нужно пользоваться, сегодня полный штиль. Конечно, может ветер подняться ночью или под утро, но уже дела будут сделаны, так сказать. В общем, пробуем, устанавливаем гамак. Вот так вот я расположилась и разложилась уже на столике. Попить чайку. Вот, налила себе чайку. Пирожочек с картошечкой, помидорка, чаек. Вот. И, короче, покусала, немножко отпила и побежала гамак устанавливать. Время уже много. Буду бегать и потихоньку перекусывать. Скоро стемнеет. Вот так вот все побросала, несла, бросила. Сейчас буду устанавливать, пытаться. Насчет мишань. В общем, я везде говорю, там мишани, сям мишани есть. У нас реально везде есть мишани. Мишки у нас везде ходят, они даже в более людных местах выходят. Но чтобы прям вот кого-то задрали, ну это прям очень-очень редкий случай. Ну, конечно, я с собой беру петарды. Иногда я беру фальшвейер, который мне подарили. А раньше у меня его не было, но сегодня я его не взяла. Здесь 100% Мишаня ходит где-то там в лесу, потому что множество раз я здесь была, множество раз видела следы, и другие туристы их видели, и даже по тропе они часто там проходят. В общем, такие дела. Кстати, на месте, где я собралась вешать гамак, прям под ним будут всякие грибочки. Вот. Вот здесь полно грибочков, вот. Вот они, красавчики. Но я грибы не собираю, пускай растут для животных. Вот, смотрите, сколько их. Это съедобные все грибы. Вон еще. Много, короче. Вон там я вижу. Короче, тут грибов вообще собирать не пересобирать. Ну-ка, я даже сниму. Ух ты, смотрите, какой большой. Большой гриб. А вот этот еще больше. Вау. Огромный просто. Тут два их. Красавчики. Вкусняшка, конечно. Пускай животные едят.
Чтобы было быстрее, дома я вдела уже гамак в подстежку. Сейчас просто его установлю и все. Осталось каремат запихнуть и тент повесить. Ой, все. Я больше ничего не хочу делать. Удобно. Класс. И виды шикарные. Там просто нереальной красоты после закатия. Такое розовое все. Красотища. И эти осины еще дополняют. Такая картина. Я всегда говорю, природа лучший художник. Уже начались сумерки. Я вот так вот установила гамак, растянула его. Дров еще не насобирала, еще надо дрова идти собирать. Пока ни костра, ничего нет. Надо быстрее, пока совсем не потемнело. Вот так с высоты, со стороны выглядит гамак. Лучше утром, конечно, снять. Сейчас уже плохо видно. Принесла немножко дров, чтобы побыстрее костер разжечь. Уже вообще кромешная темнота. Потому что я занималась дровами. А дрова все там, далеко на хребте. То есть я их глубоко с леса в гору вытаскивала. Потому что здесь поблизости уже все сожгли, все, что возможно. Дровины огромные. Вот там по горе поднимать. И там вот на хребет я их вынесла. Они там лежат. Одну вот только принесла сюда, чтобы сейчас побыстрее костер разжечь. И вот эти вот принесла мелкие. Это уже поломала, попилила. И вот эту огромную дровину принесла тоже. Пока буду разводить костер, поставила воду греться, потому что уже есть охота. Вот так приходить поздно. Ёлки, потом в темноте уже все делаешь. Так, тут уже кипит, походу. Ага. А нет. Ну, почти закипает уже. Такой у меня ужин. Икра минтая, лук, помидор. Вот я пирожок доедаю. И будет картошка, она заварная, но она хорошего качества. Вот так вот у меня тут термос, водичка, чаечек и ужин вкусный. И супер костер. Про пёсу я не забыла. Всегда беру ей вкусное мяско такое. Это собачий корм. Жидкий. А она вот она спряталась. Она всегда так делает. Пёсочка. Привет, моя девочка. Привет, моя красавица. Моя маленькая собачка. Такая хорошая. На. 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 Вот так вот. Кушай, маленькая. Она всегда стесняется. Всегда. Вот когда ей принесешь,
Она всегда стесняется, маленькая. Лежит, она уже спать собралась. А потом она скушает это мяско. Да, пёса? Листик попал. Чему собака? Девочка. Девочка. Маленькая. Вот и собачка такая. Такая хорошая. Вон у пёса глаза светятся. Лежит в темноте. Так я вот ее и нашла. Я даже не знала, где она спряталась. Принесла, наконец, дровины. Вот они, огромные такие. Вот, зачем так много? Во-первых, я люблю костер конкретный жечь. И погреться, и животных отпугнуть диких. Ну и люблю после себя оставить тоже дровишки. Я думаю, что останутся. Там еще одна огромная дровина. Она прям очень тяжелая. Лиственница сухая. Я ее вообще не стала тащить. Она очень прям тяжелая. Там оставила. Кому надо, принесут. Как там Магомат поживает? Да вроде нормально поживает. Суперское место я себе выбрала. Мне очень нравится. И стоянка тут хорошая. Очень удобно стоять, что столик есть и лавка. Хотя очень далеко находится. 11-12 километров где-то от места старта идти пешком. По горам, по хребтам, по лесам. Слышала, там сова где-то ухает далеко. Где-то там, в непроглядной тайге. Буду сейчас эти дровины распиливать на дрова. Ух ты, ух ты, ух ты. Паучара какой. Вон он, вон он, вон он, вон он. Ух ты. Паучара. У них, кстати, глаза светятся в темноте, как у собак, как у животных у всех. Как интересно. Вот столько бревен я напилила. Распилила вот такие вот длинные. Я уж совсем на дрова не буду пилить, иначе тут всю ночь буду пилить. Себе, если надо, сколько отпилю, остальные все поставлю, чтобы они обсыхали и не гнили от дождя, от снега. Вот столько дровишек я напилила для себя. А вот эти дровины я напилила для тех, кто придет после меня. Вот. Их тут достаточно много, они такие длинные. Кому надо, распилят. Уже, считай, хорошая заготовка на несколько костров. Смотрите, какая луна. Она и не половинка, и не полная.
знаю, было ли слышно на камере, где-то далеко-далеко. Волки были. Очуметь. Насколько я знаю, здесь нет волков. Ну, они вообще у нас есть, но в этой местности, насколько я знаю, их нет. Но я сейчас слышала, как выли волки. А может, это дикие собаки, но вообще на волка больше похоже. Ох, какой хороший у меня костерчик. О, как эпично мой гамачок смотрится посреди этой всей красоты. Вот так вот вечером, когда уже темно, я так люблю костер жечь, так люблю сидеть, песни петь. Вот. Именно когда уже стемнеет. И все время кажется, что это не со мной происходит, что это другая какая-то я. Не всегда верится в происходящее. Некоторые спрашивают, как тебе не страшно одной, как тебе не скучно. Мне не скучно и не страшно. Мне очень-очень хорошо. Я это просто это все реально люблю. Я от этого кайфую. Кстати, я не показала, что я костровище сложила. Камней принесла и сложила нормально, аккуратно костровище. Все вот туда вот скатывается, потому что здесь скат такой. Камней практически не было вокруг. Какое-то маленькое совсем было, непонятно что. Я натаскала камней, сложила нормально костровище. Чтобы и дрова не скатывались, пожара не было. А кто тут ползет-то, а? Это что за паучара тут залез на мой рюкзак? Ночная паутина. Немножко порванная, но все равно домик паука. Вон там луна. А вот эта маленькая точка, это костер, где моя стоянка. А я тут просто гуляю по ночной тайге, ночным горам. Ночью тоже интересно ходить. Совсем все по-другому. Так все необычно, непривычно. Особенно на иглах я ночью никогда не была. Это очень интересно. Тут же изба есть на иглах. Изба-бункер. Она закрыта всегда. Я думаю, что сейчас там никого нет, потому что будние дни. Ну кто вам еще ночью покажет избу-бункер? Просто что-то захотелось сходить. Сейчас спускаюсь с крутой горы. А потом мне подниматься. Самое интересное, что я в калошах пошла. Я брала с собой калоши, чтобы мне на стоянке было удобно ходить. И ноги отдыхали. И вот я в них теперь спускаюсь. А потом мне подниматься еще. Вот она изба. Я уже почти к ней спустилась. Как и предполагала, она закрыта. Трехэтажная изба. Да, кто-то прям возле избы костер жег. Молодцы. Тут вот, смотрите, подтягиваться можно. Я показывала в зимнем видео. Тут гонг бить на обед, например.
Вот еще что интересного тут есть. Среди ночи в тайге такая маска. Жуть. И отрезанная голова Хрюши. Телефон. Муравейки. Лавка. Да, завтра днем я уже не пойду сюда спускаться. Сегодня вам покажу. Вот второй этаж. Вон третий этаж. И труба выходит. Я в этой избе была. Как-то я пришла. Здесь были хозяева, и они меня, в принципе, очень хорошо приняли. Напоили кофе, угостили пряниками, посидели, поговорили, я даже запись там оставила. Вот. Единственный раз я попадала на хозяев, хотя я здесь уже множество раз была. Ух ты, там летучая мышь, но она очень-очень высоко. Я для вас не смогу ее снять. Где-то там без конца ухает сова. Я думаю, на камере ее не слышно будет. И воют волки, то ли дикие собаки. Ну так протяжно воют. Вообще на волков очень похоже. Но где-то там далеко-далеко, то есть я наверху, они где-то там внизу воют. Все, я пошла уже наверх. Со стороны еще раз сниму избу. В такой огромной скале она находится. Такой конкретный бункер. Жаль, вам сову не слышно. А ухает и ухает без конца. Ну, а мне наверх. Конкретно так наверх. Не видно просто. Поднимаюсь, вокруг такие скалы. Красота такая. Ночная. Как же красиво. Посмотрите, видно луну. Видно скалу хорошо. Листья. Ой, вообще такой вид. Ночной пейзаж. Обалденный. Дровишек прихватила с собой. Слушайте, эти волки были где-то внизу. Здесь прям тут где-то наверху. И где-то рядом. Надо быстрее к костру идти. Прям странно как-то. Вроде волки здесь не ходят. Короче, от избы утащила вот эти ветки. Не знаю, зачем, дров у меня полно, но мания какая-то у меня. Пока поднималась, видела пёсины глаза. До этого к ней приходила, она пёсочка. Она засыпала. А сейчас, видимо, волков услышала, вон она. Сама боится. Маленькая, не бойся, пёс. Девочка. Не бойся, я с тобой. Мы же рядышком, да? Все хорошо. Маленькая. Маленькая пёс. Не бойся. Конечно, ей страшно. Маленькая. Я тебя не дам в обиду, моя девочка. Собачечка такая. Спи спокойно.
Что-то ты у костра как спокойней. Чем ночью по всяким избам ходить. Звезды видно. Как хорошо стало видно. Небо очень хорошо разъяснилось. И луна прям поднялась наверх. Очень красиво. Я тут сижу у костра. Песни, как всегда, горланю. Уже где-то час ночи, может, начало второго. Совсем неохота спать идти. Хочется подольше растянуть такие моменты. Холодно уже, ночью минус же обещали. Я уже куртку надела, капюшон. Но в спальник не тороплюсь залазить. Я подумала, как я в ледяной воде буду зубы чистить. И вот решила водички маленько подогреть, умыться и зубки почистить перед сном. Надо уже укладываться. Короче, я в люльке уже. Такой холод вообще. У меня ноги так замерзли, хотя я у костра сидела. Надела термобелье. И вот домашний костюмчик с собой взяла, мой любимый. Вот, и закуталась в теплый спальник. И так вообще кайфово. Так легла вообще в гамаке. Я вам точно говорю, это просто кайф какой-то. Ложиться, главное, правильно нужно. Не вдоль, а немного наискосок. И все, и вообще, и спина не кривая, как некоторые думают. И можно спать хоть на боку, хоть на животе. Я вот всяко разно верчусь ночью, сплю. Вообще мне и ноги загибаю, и все, и мне вообще так удобно. И самое главное, в нем тепло, очень тепло, как в коконе. Время 3 час ночи, даже уже ближе, наверное, к 3. А я все никак улечься не могла. И до сих пор не хочу, мне так не хочется спать. Но я хочу встать на рассвет. Вдруг будет туман. Если тумана не будет, буду дальше спать. Ну все, всем спокойной ночи. До утра. Вы не представляете, сколько я сейчас караулила, чтобы снять вой волка. Чтобы вы не думали, что я сочиняю. Я надеюсь, на видео было слышно. И вот так вот, знаете, тишина. Потом раз такой завой, такой протяжный. И между тем еще сова такая. Где-то там далеко. Но сову не слышно на камеру. А вот волка, мне кажется, было слышно. Доброе утро, Земля. Знаете, в этом гамаке есть огромный минус. Из него неохота вылазить. Это просто капец. Время 10 утра, я все валяюсь и валяюсь. Тут еще виды такие. Лежу, смотрю. Птички чирикают, вороны любопытные очень близко подлетали, разговаривали здесь. Они же любопытные. Что-то такое тут появилось. Я, оказывается, представляете, во сколько спать легла? В 4 утра. До того мне не хотелось идти ложиться спать, до того хотелось продлить такой чудесный вечер, что я его продлевала до 4 утра. Чего же удивляться, что сейчас 10, и я еще валяюсь. Не, я вставала по будильнику в 6:20, думала, туман будет, тумана не было. Я не стала вставать.
такой у меня супер вид из гамака. Картина маслом. Хорошо-то как. Так бы и сидела здесь целую вечность. Да, удачно я гамак установила. Птицы поют. Так красиво. Это можно слушать и слушать. Скоро ведь они не будут петь. Зимой такая всегда тишина. Никаких птиц не слышно. Кроме сов и дятлов. В детстве я практически каждое лето проводила в детском пионерском лагере. Мне не нравился тот системный режим, что там существовал. Но ездить я туда любила из-за тайги, в которой находился этот лагерь. Каждый день я незаметно сбегала из лагеря в лес, практически на целый день. А чтобы меня не потеряли, я всегда старалась появиться к обеду и на сон-час, а потом могла снова уйти. Лагерь был огорожен металлическим забором, через который я благополучно перелазила. Уходя глубоко в лес, я никогда не боялась потеряться. Также не боялась диких животных и клещей. Я наслаждалась пением птиц и шелестом листьев. Любила собирать ягоду, наблюдать за насекомыми и бурундучками. Когда я в первый раз оказалась одна в лесу, мне было лет 7-8. Но уже тогда любовь к природе переполняла меня, и я знала, что буду возвращаться сюда снова и снова. Пёса уже собралась идти в обратный путь.
Вот оставляю столько дровишек, вчера показывала. Здесь все за собой чисто. Костер потушен давным-давно. Так не хочется уходить. Тянула время, очень долго собиралась, очень долго потом завтракала, потом долго чай пила. Время 3 час дня уже. А мне еще примерно 3, не меньше 3 часов идти. Кто смотрит меня и кому нравятся мои видео, и по какой-либо причине вы не подписаны на мой канал, подпишитесь, пожалуйста. Это будет продвигать мой канал дальше. Пишите комментарии, ставьте лайки. Так уж устроен YouTube. Для продвижения канала это важно. На комментарии всегда стараюсь всем отвечать по возможности. До встречи на моем канале. Всем пока-пока.